Матвей Жуков, скажите, пожалуйста, всегда ли цену на свои картины вы привязываете к их размеру? То есть бывает ли, что картина меньшего размера стоит дороже, чем большая картина? Если да, обосновываете ли вы как-то это покупателю, галеристу или нет? Это обычно видно, конечно, бывает, но это в средних размерах, да? То есть, например, работа среднего размера, ну, условно говоря, 30 на 40, может быть дороже, чем 40 на 50. Но она, конечно, наверное, вряд ли может быть дороже, чем метровая. Видно, что вот вообще удалось что-то совсем такое вот будоражащее тебя. Вот если тебя это сильно заводит, то всегда найдутся, кто резонирует на этой же волне. Но поскольку есть просто правило в галерейном бизнесе: маленькая цена, большая цена. То есть есть предубеждение, что художник многотрудно работал, значит, больше просидел унитаза часов над большой работой, а над маленькой, ну чего там, и краски потратил больше на большую работу. Типа как будто бы покупатель за краски платит, а не за качество, не за то, что его сильно цепляет. Один покупатель мне сказал: ну это же маленькая работа, а ты хочешь за нее ого-го. Я говорю: ну а бриллиант? Он еще, говорю, меньше. То есть отношение, он ничего не сказал. Отношение к работе может быть как к произведению искусства, тогда размер не имеет значения. Камея, бриллиант. А если просто к холсту, на котором краски, ну и что-то еще изображено, то это другое прочтение. Тогда играет значение размер. Я как-то на кораблике плыл по Неве, и экскурсовод на корабле все в уши зудел про то, как сколько килограмм, нет, он говорил в кубометрах, значит, плитки, смальты на Спасо-на-Крови, по-моему, на собор было потрачено. Ну, я просто удивился этому прочтению, что произведение искусства измеряется в килограммах и в тоннах, и в кубометрах. По крайней мере, экскурсовод с гордостью это говорил, сколько тонн там чего-то, смальты какой-то там было потрачено на это. А не то, что там изображено, вообще никогда не говорится. Ну, правило есть правило, это же рынок. И как покупатели к этому относятся, к маленьким работам, ну, этюд, что с него взять, да? Значит, меньше стоит, чем большая работа. А меня всегда привлекали этюды художников, там, Левитана, Репина и других. В них столько жизни, мимолетности. Больше, чем картины, меня привлекали как зрителя. Но, видимо, рынок так складывается, что это исключительный какой-то случай. Ну, после тех слов мы уже перестали прорабатывать много. Матвей, вы знаете, есть художники, у которых маленькие работы, небольшие, стоят, ну, дорого. Ну, по крайней мере, так же, как и большие. Ну, может быть, чуть меньше. Это зависит от смелости самого автора, да. И такие художники, один из них мне говорил, что когда повысились цены на его работы, прошло 8 лет, в которые у него ничего не покупали. Ни галерейщики, ни покупатели. Думали, что ну куда, там по несколько тысяч долларов за такую, да, работу. Но он это выдержал, показывая, что это произведение искусства, что к нему нужно относиться как к произведению искусства, как к драгоценности, которая у тебя на стене. И если такое отношение, по сути дела, ну, покупатель купил работу. Это же произошло, значит, он встает и подходит к ней там каждое утро, и поднимается настроение. Один покупатель мне мой сказал, что на целый день, каждый день это происходит, и целый день он в хорошем настроении только из-за того, что вот посмотрел на мою работу. С утра там продрал очи, бум, и увидел вот эту работу. И сразу настроение хорошее такое на целый день. Сложное дело. Если в очередь стоит к галерее за вашими работами народ, то, конечно, можно и повысить цену. Если не в очередь, то, наверное, не надо. Ну, кстати, у меня на сайте сейчас выложены все работы,
и в том числе малого формата. Они бюджетные. Присмотритесь, может быть, что-то понравится, и я с удовольствием вышлю в любую точку мира. У нас в онлайн-школе акция сумасшедшая, 25% минус на 3 базовых урока. Первый урок – это основы целостного видения в пейзаже. На многочисленных примерах можно понять, как художник мыслит. Что это за такой сюжет, из которого вдруг складывается картина? Можно написать художественное произведение. Как это сделать? Как вести работу? Огромное количество примеров. Второй урок – это композиция в пейзаже. Вот уж основа основ. В этом уроке фундаментальное понимание, как художник извлекает из мотива композицию, как он ее строит, как она вдруг начинает работать и там сводить с ума самого художника. Как это сделать? И третий урок обязательно с бумагой и карандашом. Он посвящен перспективе. Различные ситуации, тоже на примерах. Просто взять и порисовать вместе со мной, прямо глядя на монитор, чтобы навсегда расстаться с ошибками перспективных построений. Дмитрий Подборнов. И действительно, любая радость стоит чего-то. Кому деньгами, кому запахами, кому созидание. Вячеслав, поделитесь, когда у вас на холсте есть уже законченное произведение, вы натягиваете на подрамник этот холст. Не было ли таких ситуаций, когда работа трескалась и осыпалась? Да как-то нет. Надо, вы знаете, поскольку я догрунтовываю холсты водоэмульсионным краской, то надо тонко ее прокладывать. Если она загустела в банке, уже не провернуть ложку, так нельзя, то лучше водичкой сначала еще там смочить. Ну, чтобы она была жиденькой такой, сметанкой. Совсем. Кефирчиком. Совсем. Нулевой процент в кефире. И жиденько прокрыть. Если Дулукс я использую баночку. Такая матовая, водно-дисперсная латексная краска сейчас называется. Один раз прокрыл жиденько, тоненько и достаточно. Ничего не осыпается, нет, все в порядке. А потом масло, которое льняное в краске, в масляной, оно же проникает, связывает этот грунт, все эти грунты с наружным слоем, который уже живописный. YS про подмалевок. В нашей группе была девушка, писала на первом этапе глаз не оторвать. Живо, сочно. Потом дорабатывала, и все достоинства куда-то уходили. Я смотрела, и после того, как она в очередной раз сделала подмалевок к натюрморту в студии, подошла к ней и вырвала работу. Шучу. И предложила ей купить ее работу. Она хотела дописать, в кавычках, но и настояла, чтобы мне и так достаточно. И купила. Теперь эта работа и глаз радует. Но вот видите, как важен подмалевок. Важно видение художника. И важно, когда он останавливается. То есть есть ощущение, что ты сделаешь лучше после этого подмалевка, который уже произведение. И ты начинаешь улучшать, и доулучшаешься так, что уже смотреть невозможно. Оставить какие-то пятна в виде подмалевка, закладки отношений очень важно. Оставить. А развить там, куда ты хочешь привлечь внимание, еще важнее. То есть сочетание недосказанности, подмалевочности, такого вот намека и деталировки меня очень сильно привлекают. Так что, может быть, если это интересно, лучше развиваться в этом направлении и смотреть на работу с точки зрения того, что я могу в ней оставить на уровне подмалевка. Вот мне такой подход очень нравится. Спасибо, что написали.